Lazarux Models. Собирай в масштабе. Всем привет, дорогие друзья! С вами YouTube канал Lazarux Models. Канал о коллекционировании масштабных моделей и истории создания легкового, грузового и общественного транспорта. Этот ролик посвящен одному легендарному прототипу ралли-рейда Париж-Дакар 90-х годов концерна Citroën ZX Rally Raid. И перед началом, уважаемые зрители моего канала, огромная к вам просьба. 96% зрителей смотрят мои ролики без подписки. Давайте это исправим. Подписаться на этот канал для вас это секунда, а мне большая мотивация для развития канала и создания новых роликов. После запрета группы Б в 1986 году многие технологии никуда не исчезли. Они ушли в марафонские ралли. Команда Peugeot под руководством Жана Тода переориентировала Peugeot 205 T16 на Дакар, а затем построил Peugeot 405 T16 Grand Raid. Peugeot 405 доминировал в рейдах, выигрывая Дакар в 1989 году и 1990-х годах с Ари Ваттанином. Но к 1989 году Peugeot решил сосредоточиться на Лимане, и в PSA приняли решение передать программу рейд-прототипов марки Citroën. Это был не новый проект с нуля, а эволюция боевой машины, замаскированная под новый бренд. История создания прототипа Citroën ZX Rally Raid – это не история гоночной версии серийного ZX, а история прямого наследника легендарных рейдовых прототипов Peugeot 205 и Peugeot 405 Turbo 16 Grand Raid. По сути, Citroën получил уже зрелую платформу Peugeot Sport и превратил ее в один из самых успешных рейдовых автомобилей в истории ралли-рейдов. Первое шасси Citroën 01, настоящий прототип ZX Rally Raid, строился как тестовый прототип. Что же взяли от Peugeot 405 T16? Пространственную трубчатую раму, центральное заднее расположение двигателя, постоянный полный привод, длинноходную подвеску пустынного типа, последовательную трансмиссию и блокировку, общую архитектуру шасси группы Б происхождения. Что же создавали заново? Новый кузов из кевлара карбона в стилистике будущего серийного ZX, иную аэродинамику для высоких скоростей в пустыне, переделанную развесовку, новую геометрию подвески под рейды, переработанное охлаждение и пылезащиту, увеличенные топливные системы для марафонских этапов. Интересно, что серийный Citroën ZX еще даже толком не вышел на рынок, а гоночный прототип уже существовал. Это редчайший случай, когда спортивный автомобиль фактически появился раньше массовой модели. Руководил программой Гуи Фраклин. Концепция была простой. Дебют прототипа Байя Арагон 1990. И сразу сенсация. Первый старт в июле 1990 года. Ари Ваттанин – победа, Джеки Икс – второе место. Дебют закончился дублем. Для машины прототипа это было почти немыслимо. С этого момента стало ясно – это не эксперимент, а новый эталон. Ранний ZX Rally Raid имел шасси, трубчатый космический каркас, композитный кузов, огромный ход подвески, двигатель, 2-литровый Turbo XU, позже 2,5, около 330-380 лошадиных сил, в зависимости от эволюции, гигантский момент на низах, трансмиссия, полный привод, 3 дифференциала, трансмиссия для ремонта в полевых условиях. Вес прототипа около 1300 кг. Особенность – это был не раллийный автомобиль для пустыни, а почти внедорожный прототип с ДНК группы Б.
Почему же Citroën ZX Rally Raid стал такой известной легендой? С 1990 по 1997 год 36 побед в 42 гонках, 4 победы на Дакаре, 5 подряд Кубков мира Федерации автоспорта, 5 титулов пилотов. За команду Citroën ZX выступали такие известные пилоты, как Пьер Лартик, Ари Ваттанен, Бьорн Вальдегард и Тимо Салонен. ZX Rally Raid иногда называют последним великим наследником категории группы «Б». И это не преувеличение. Сквозь дюны Африки, камни Марокко и бесконечные спецучастки Дакара ZX Rally Raid доказал, настоящие прототипы не стареют. Они становятся мифами. И потому Citroën ZX Rally Raid остался в истории не только как чемпион, но как символ эпохи, когда скорость, выносливость и инженерная дерзость были единым целым. Всем спасибо за внимание. Оставьте свои комментарии, какие у вас остались мнения о прототипе Citroën ZX Rally Raid. Подпишитесь на этот канал, поделитесь этим видео с друзьями, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. И до новых встреч!